Добрый вечер, Добрый вечер. Фатаевич. Мы с вами в главе Мишпатима. Да. Вот будем о ней говорить. Добрый вечер, Ребя. Но мы в прошлый раз, если я правильно помню, записывали эту главу, значит, и довольно подробно разговаривали. Для меня вообще эта глава и предыдущая глава, предыдущая глава очертила фундаментальное, так сказать, устройство нового мира. Значит, то есть, ну, не глава, естественно, а эти 10 заповедей, да, и вот здесь идет вот совершенно поразительно, я тогда говорил, поразительные такие вещи, связанные с мироустройством уже на таком локальном, если угодно, уровне. Но сегодня мы это с вами обсуждали, я готов еще обсуждать. На сегодня я хотел две точки как бы затронуть. Значит, это пасук 20, глава 23, пасук 2. Сейчас я, Секундочку. это 530, Да. если я правильно помню. Статью. Помню его, да. Да, вот. Не следуй за могущественным во зло. Вот. И вот здесь Плаут дает, что есть еще одна версия. Не следуй за большинством во зло. Значит, вот здесь меня это вот, когда я увидел этот самый комментарий, это меня абсолютно восхитило. Знаете почему, ребят? Дело в том, что я же все-таки занимаюсь, так сказать, в частности, и голосованиями тоже, значит, там теории, да. Значит, и вот я всегда рассказываю, что вот была такая пословица римских времен «vox populi, vox Dei», то есть глаз народа, глаз Божий. И под глазом народа понималось как раз значит, волеизъявление большинства. И вот в XVIII веке, в конце XVIII века, был такой великий французский ученый, которого я очень считаю, что его вклад в социальные науки сопоставим с вкладом Ньютона значит, в точные науки, Кондорсе. Он вообще был математик. Он построил парадокс, который показывает, что большинство может не приходить к решениям вообще, так сказать, если учитывать, что у нас не есть только одно решение, как бы, да, а когда могут быть два или три альтернативы могут быть. И вот когда я это здесь увидел, это комментарий, потому что не следуй за могущественным, это ну, одна, так сказать, да, вещь, а не следуй за большинством во зло. Это меня совершенно восхитило. Вы знаете, я вот сидел так вот, просто вот сидел так, вот наслаждался просто, понимаете, вот этой фразой, вот этой мыслью о том, что вот поскольку уже мы теперь знаем, что большинство не может не приходить к решениям, да, а вообще говоря, есть работы, которые показывают, что оно может приводить и к некорректным решениям. Вы понимаете, вот когда ты понимаешь, что это написано там 4000 лет назад, это, конечно, впечатляет немерено. Вот это я хотел сказать. И, значит, это вот одна вещь, да. Ну, Рэбе, и вторая вещь, это 24 глава, сейчас я найду тоже, пасук 11. Вот он. Смотрите, что тут очень интересно написано. Вот давайте я с 9 начну. «И взошли Моисей и Аарон, Надав и Авиху, и 7 старейшин Израиля. И увидели они Бога Израиля, а под ногами его нечто подобное кладке из сапфира, чистое, как само небо». И вот дальше пасук 11. «И не простер Бог руки своей на вождей израильтян. Они созерцали Бога и ели и пили». И вот здесь, вы понимаете,
Я вот сильно задумался вот на какую-то, так сказать, тему. Вот это действие, так сказать, то, что он не простер свои руки, означает ли это, что Моисей все-таки был действительно, Моше был выделенным человеком, так сказать, вот, потому что там, ну, другое отношение к нему было. А вот к этим вождям и другим первосвященникам вот, не простер он руки своей. И это меня, честно говоря, заинтриговало, но я здесь не нашел того самого комментария ни в английском тексте, ни в этом, ни в русском. Я не нашел комментария на эту тему. Вы Тут, поняли мою да, мысль, да? Ага. Вот, да, собственно, вот да. эти две вещи, которые я, значит, которые меня вот как-то... Ну, давайте с последней попробуем разобраться, хотя, конечно, здесь не однозначные будут. Потому что, помните, когда Моше просит показать это квадо, квадха, он просит показать славу Всевышнего, и тот говорит, не может человек увидеть меня. Вот я тебя накрою сейчас, и, значит, потом затылок мой ты увидишь. То есть у нас есть небольшая, ну, скажем так, путаница в терминологии, когда мы говорим повернет Всевышний лицо свое, Исапанавалеха, повернет Всевышний лицо твое к тебе, то есть обернется и со вниманием к тебе отнесется. А с другой стороны, увидеть его лицо, это страшно, и наши герои говорят, иногда мы видели его лицом к лицу и должны умереть. Это отец и мать Шимшина. То есть мы умрем. На что жена ему говорит, что не беспокойся, если бы он хотел нас убить, так убил бы. А если мы остались живы, значит, он... Прошу прощения. Да, конечно. Да, у нас так бывает в связи. Вот. То есть обернуть лицо и отвернуться иногда или скрыть лицо иногда могут иметь разные контексты и подтексты. И И то же самое очень, очень проблематично со словом «повернуть лицо», «отвернуть лицо». Точно так же большая проблема с руками, с термином «рука». Окажется в твоей руке, это значит во власти. Предам руки твои, имеется в виду, ты победишь. И в данном случае не простел руку свою, потому что простереть может означать разрушение, уничтожение, наказание, что-то. То есть здесь Рука может иметь именно так, отрицательный контекст. отрицательный контекст. Предам в руки твои, то есть врагов твоих предам в руки твои. Точно так же и, значит, простерли руку, и была рука их тяжела. То есть когда нас ну, не порабощают, а скорее облагают налогами, там, во времена Давида, и была рука их во времена судей, и была рука их тяжела. Или тяжела была рука Израиля, или тяжела была рука тех, кто нападал за границы, когда еще Давид не был царем. В общем, рука в данном случае может быть. С другой стороны, есть положительный аспект. Будь рад тому, что произвели руки твои. Или «Беколь маасей ядеха», мы благословение произносим, «Вайшла кадош баруху», пошлет Господь удачи в всем, что ты делаешь своими руками. То есть это положительный аспект.
но чаще протянуть руку означает, например, Авраам протягивает руку и берет махелет, берет нож для жертвоприношения. То есть рука и опасность имеет в виду. И вот то, что он здесь не протянул руку на избранных народа Израиля, вот имеется в виду, что он их никак не повредил, не наказал. Он ведь говорит, не приближайтесь на гору. Да, да. А тут он Да. сам разрешил, и вот из-за того, что он сам попросил, предложил и разрешил им зайти, он их не наказал. Если бы они сами самовольно решили вместе с Моше подойти, то не равен час случилась бы какая-нибудь беда. Я понял. Спасибо, Рэбе, большое, потому что я-то это прочел в контексте, что вот он простирал, что называется, руку над народом, над Моисеем, над Моше, и что здесь он решил как бы воздержаться, чтобы не уравнять их с Моше просто, понимаете, вот в этом смысле. А если это и вот такая отрицательная коннотация есть, то понятно тогда. То есть это как раз разрешил им, так сказать, спокойно сидеть там. Да, И да. они Поэтому, ели и да, пили. Да, да. ага, отлично. Вот. Спасибо, да, это вот очень здорово. Да. Возможно так. И теперь не следуй за большинством, там Рав написано, Там написано за Рабим, могущественным в самом да, тексте, но есть вот Платон дает, что если другой, значит, перевод, не следуй за большинством во зло, но я вам скажу, что я говорю, я совершенно вот просто сидел такой, знаете, вот восхищенный. Понимаете, если бы это позавчера было бы написано, это, конечно, не так бы произвело на меня впечатление. Но когда понимаешь, что это написано 4000 лет назад, понимаете, это, конечно, потрясает просто. да. Тут мы с вами должны немножечко посмотреть иллюстрации, как раввины работали, как они думали, как они относились друг к другу, как они законы принимали. Это уже времена Талмуда, это уже времена Мишны и Талмуда, когда законы начинают писаться. И мы с вами знаем, что большинством голосов в академиях принималось мнение того или другого раввина. Мы в Талмуде можем вычитать дискуссию. Это не всегда реальная дискуссия. Очень часто люди, которые в ней упоминаются, живут в разных поколениях, но авторы Талмуда, как гениальные редакторы, они сталкивают мнения, уже неважно, это реально существующие были споры или это, так сказать, просто разница во мнениях, но выглядит как, в общем, довольно такой оживленный диспут. И вот в конце диспута чаще всего мы видим приписочку в конце. Галаха лифи раби такой-то. То есть Галаха лифи раби такой-то – это закон следует мнению одного из них, ты должен вернуться, посмотреть, какому раввину, и вот все его мнение, это еще пока не сокращенный вариант, который мы имеем с вами в Кицур Шульхан Арух, там совсем что нужно делать и как, а здесь еще вот как мнение оно высказано, как аргументы, вместе с аргументами он может говорить, а может быть мы угадываем аргументы, потому какие слова он использует, мы видим, на что он опирается, выводя тот или иной закон. Но мы с вами знаем о том, что Галаха лифи раби такой-то принималась большинством голосов. Это с одной стороны. С другой стороны, написано здесь не просто, так сказать, большинство – это плохо или мало, или хорошо. Здесь написано «не следуй за большинством для зла». Тут во множественном числе написано «во зло». «Лютие ахарей рабим». Рабим – это вот как могущественное, конечно, можно перевести, то есть человек, который много имеет. Рав
Отсюда корень рав, равим, отсюда, что много знающий. Вот. А может быть и рабим – это вот как раз большинство, много большинство, лераот, для зол, это множественное число от слова зло, лераот. Ра – это зло. Для злых деяний, так сказать. Для злых деяний, совершенно верно. И тогда мы с вами говорим, оказывается, тут вот опять-таки двояко, как и в случае с рукой, опять-таки двояко. Можно следовать за большинством, если ты сам для себя определил, что речь как раз идет о добром результате. Результатом этого большинства будет в любом случае, а в данном случае это разговор аль-шема шамаим, то есть во имя небес, только вот одно мнение более полное, другое менее полное, там, ну что-то, вот какие-то разницы, нюансы существуют, но в любом случае результат будет, как мы говорим, кольнитиватея шалом. Все ее, это Тора имеется в виду, все ее помышления, все ее движения, все ее направления – это мир. То есть мы с вами уже заранее, разговаривая в кругу людей, ученых, говорящих о Торе и ради Бога, то есть это в данном случае аль-шема шамаем, ради небес, то мы с вами можем пойти за большинством, предполагая хороший результат. Мы доверяем этому большинству. Есть большинство, теперь мы откатываемся назад, есть большинство, которое, ну, скажем так, не так учено и не так религиозно, и не так доброжелательно. Например, толпа на площади может скандировать, в общем-то, ну, самое простое, это на стадионе судью намыло. Вы должны этому следовать или не должны этому следовать? Конечно, нет, нельзя никого наказывать только за то, что идет какая-то игра. И вот точно так же мы должны с вами определиться, во-первых, пойдем мы вообще туда, не пойдем. Если мы идем и знаем, что это направое дело, что это защитить что-то, то мы должны в этом участвовать. Но перед этим не ходи за большинством во зло. Это ключевое слово. Именно так, во зло. Для этого нужно иметь очень хорошие ориентиры. Очень Вот хорошие здесь, ориентиры. В вот данном здесь я случае... как раз, да, вот здесь я как раз, у меня тоже еще одна фразочка дописана, которую я хотел как раз после вашего комментария сказать. Вот это на самом деле еще одна фундаментальнейшая вещь, которая, так сказать, заповедь, которая должны следовать. Каждый раз думай, понимаете, нельзя слепо следовать, даже если это большинство. То есть каждый раз надо взвешивать все последствия, все результаты, всю ситуацию, и тогда уже принимать решение. Потому что ведь это же очень человеческая природа, понимаете, когда все говорят, так сказать, вот это белое, сказать, да, белое, а на самом деле это черное, да, или наоборот. Вот эта заповедь на самом деле, она имеет, на мой взгляд, очень фундаментальное значение вот именно с точки зрения вот этого осмысления сначала, так сказать, какое решение принимается и куда надо поворачивать. То есть за большинством, которое, ну, условно говоря, кричит судью на мыло, или все-таки немножечко, так сказать, задуматься, да. Да, Это очень большое дело, и это вот из таких вот ключевых вещей на самом деле вот все это и состоит, вот все эти заповеди. Вот они все время, знаете, вот подсказывают нам, они не говорят, так сказать, вот вот есть и прямые, конечно, но есть и вот подсказывающие вещи, так сказать, что правильный путь есть, просто надо найти к нему дорожку. Вот. Ну, две вещи мне хочется сказать. Одна присказка очень хорошая. Вы знаете, я очень часто ей исследую. Я не помню, когда я услышал, там 30-40 лет назад. Но она хорошая, мой дружочек, по-моему, сказал ее. Он сказал, если, цитируя кого-то, естественно, если хочешь узнать, стоящее ли дело,
посмотри внимательно на людей, которые этим занимаются. Да, правильно. Это Это очень правильное замечание. это настолько работает, если ты внимательно посмотришь и послушаешь, попробуешь понять мотивацию, то тогда ты действительно, либо ты туда уже участвуешь в этом и идешь, доверяя, и тогда это за большинство можно пойти, либо ты так потихонечку отходишь, потому что те люди, которые этим занимаются, у тебя не вызывают доверия. А определяемый вызывает, не вызывает доверие. Это вот по тем категориям, о которых мы с вами говорим. То есть книга нас учит, мы все время читаем. Если человек что-то делает из амбиций, лучше не трогать. Это Корах. Если он делает ради большинства других хороших людей, то это Моше. Вот мы уже привыкли, мы так делим мир, мы так делим людей. И это позволяет нам не часто ошибаться, не часто Да, ошибаться. да, вот очень хорошо, спасибо, ребят, хорошая фраза. Именно что не часто. Бывает, ошибаемся, но не часто. Конечно, Да, конечно, конечно. да, отлично. Спасибо. Ладно,